Всем привет! Сегодня у нас расклад «Чего ты не ждешь, а оно случится». И сразу говорю, что карты плохие будут выпадать, и я лапшу вам вешать не буду. Как есть, так и говорю. Поэтому сразу говорю, желание понравиться вам нет. А вот правду сказать по картам легко. Итак, давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Первые две карты — это сигнификация, остальные парно читаем. Что сейчас в твоей жизни происходит? Ну, ты вот как будто по картам знаешь в тисках системы. Это какой-то мужик в мантии или начальник такой консерватор, он тебе диктует, как жить. И ты как в клетке. Делаешь все по правилам, но внутри рвется наружу твой огонь. Ты же знаешь, что ты можешь рулить сама, но ты боишься выйти за эти рамки. И ты оправдываешься. Ну, так принято, надо же там соответствовать. На самом деле ты просто душишь свою энергию, чтобы лодку не раскачивать. Ты ждешь разрешения действовать, но ты сама же мечтаешь бежать с этого урока. Только сейчас ты не ребенок, и ты платишь за это внутреннюю цену. Все твои попытки быть правильной — это просто твой страх, что без вот этих правил все рухнет. Но ты же не рухнешь, ты просто устала маску носить. Чего ты не ждешь, а оно случится? Ну тут поток эмоций ворвется, который ты годами прятала. Ты вот думала, что обиды похоронила старые, разочарование тоже закопала там за стенкой, говорю, за домом. Но вот это все вылезет, как вот черти из табакерки. И это не будет грустно, нет, это будет как прорыв плотины. Ты просто осознаешь, что все, во что ты верила, было просто иллюзией. Ты просто поймешь, что пора завершить этот цикл. Закроешь дверь в прошлое, которое ты тащила за собой, как вот этот чемодан без ручки. И это не будет твоим решением. Нет, это просто случится. Ты человека встретишь, и все, привет, прозрение. Вот после разговора с человеком. Готова ты не будешь, но это именно то, что будет нужно. И ты выдохнешь, как будто вот кирпичи с плеч сбросила. После этого ты больше не сможешь, как раньше, жить. После встречи вот с этим человеком. Что тебе делать, зная все это? Ну, знаешь, ты, вот как сказать, перестать тупить должна. Начать. Вот как сказать-то. То есть ты сама все знаешь, просто ты признавать не хочешь. Ты в работу зарываешься, в болтовню с подругами зарываешься, в шопинг, чтобы не слушать свой внутренний голос, зарываешься, а внутренний голос-то тебе орет уже, хватит. Тебе нужно сесть в тишине, выключить все мысли. Вот как вот стоишь ты перед дверью, но открыть боишься ее. Вот открой, ты увидишь, что там уже все готово. Там твои люди, там твое место, там твое счастье. Но для этого нужно перестать контролировать каждый шаг. Ты сейчас на пороге, и, знаешь, прыгать не надо. Шагни вот через вот этот порог. Истерик не устраивай, гарантий не требуй. Но потом ты сама себе скажешь, что а чего тут бояться-то? Да, это так и будет. Начальник доведет тебя, и ты после встречи с каким-то человеком уволишься. Давайте перейдем ко второму варианту.
Двоечки. Что сейчас в твоей жизни происходит, это сигнификация. Первые две карты, остальные парно. Ну а ты сейчас, знаешь, у тебя коктейль из надежд и тревожности. Ты сейчас отходишь после какого-то предательства. Вроде раны зализывать начала, да? Веришь, что все будет лучше, даже проблески света видишь. Знаешь, это все обманка. Потому что на самом деле ты стоишь вот, как сказать, перед развилкой жизни, где выбор надо сделать прямо сейчас. Не через месяц, не когда-то потом, вот сегодня. Ты сейчас находишься в такой позиции, где можно слить все. Если ты продолжишь метаться вот между «я хочу» и «надо». То есть сейчас у тебя в жизни такой момент, когда ты наконец-то начинаешь чувствовать, что тебе не все равно на свою жизнь, что ты не хочешь просто плыть по течению. Но вместо того, чтобы, как говорится, схватить быка за рога, ты все еще пытаешься всем угодить, боясь разрушить вот этот хрупкий мир иллюзий. Ты вроде бы на подъеме уже, но знаешь, в душе как будто уже знаешь, что это временно, потому что ты опять резину тянешь. И ты не готов признать, что на самом деле ты уже давно решила, просто ты брать ответственность за свою жизнь не хочешь. И ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Чего ты не ждешь, а оно случится, ну знаешь, твое вот это ж не... Вот это ж не... Хрюкнул еще вдобавок, да что ж такое. Вот твое текущее «я выстою любой ценой, я буду стоять насмерть», оно накроется медным тазом. Ты как ежик ворчливый, который клубком свернулся и думает, что колючки защитят от всех проблем, но хрен там. А то, что ты не ждешь случиться, это твое упорство превратится в тюрьму. Ты думала, что тебе надо просто терпеть, ждать, пока все наладится, но карты говорят, что тебе прилетит такой пинок под зад, что ты прям встанешь. И это не будет катастрофой, нет, откроются новые возможности, которые ты даже не видела из-за своей зацикленности на вот этом держании обороны. Но дело в том, что ты настолько привыкла к своей позиции жертвы обстоятельств, жертвы всего мира, что ты даже не заметишь, как тебя вытащат из этого болота. Вместо того, чтобы защищать вот эти руины свои, ты получишь шанс начать проект, который давно ты откладывала. И главное, ты не сможешь проигнорировать этот шанс. Тебя просто за шкирку возьмут и вытащат в этот проект, в начинание этого проекта, даже если упираться будешь. Чего тебе делать, зная все это? Ну, знаешь, тут вот как плохая ситуация с твоим упорством развалится, тебе нужно будет хватать все, что горит. Твои эмоции прорвет, как плотину. Ты будешь реветь, будешь, как сказать, ныть, сопли пускать. Но это не повод, чтобы ныть. Хватайся за вот эту идею, которая придет тебе в голову, даже если она окажется тебе бредовой. Ты сейчас, знаешь, не имеешь права сидеть и ждать, потому что твой момент настает. Понимаешь? У тебя будет режим такой: я не могу, но я должна. Вот примерно вот так вот. Вопреки всему. Потому что энергия, которая тебя накроет, она будет вот прям невероятной, я бы сказал. Ты сможешь за неделю сделать то, что ты годами откладывала. Ну, конечно, не распыляйся, а выбери одну цель. И как в точку в нее бей, понимаешь? Оправданий себе не ищи, отмазок не ищи, не пытайся там все контролировать, и вот этого лучшего эфемерного момента не жди. Потому что будет твой момент для действий. Если ты не сдвинешься сейчас, то потом ты просто утонешь в этом болоте. Понимаешь? И эмоции не бойся, они будут топливом твоим, а не помехой. Только не распыляйся.
Сам не понял, чего сказал я, двоечка. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Вы, наверное, уже поняли, да, что ждет. Ну, давай сначала посмотрим, что в твоей жизни, да, происходит. В твоей жизни сейчас стабильно, но душно. У тебя рутина. Работа, деньги, дом, вот это все. Все по расписанию у тебя. Но твое сердце в прошлом застряло. Ты в ловушке. С одной стороны, тебе комфортно в этой безопасности, а с другой стороны, ты постоянно оглядываешься на вот эти детские травмы, старые обиды и вот это все. То, что вот когда-то тебя ранило, оно сейчас тебя тащит назад. И ты не просто вспоминаешь, да, ты реально живешь прошлым. Вот как будто вот в голове постоянно у тебя не что завтра, а вот что было тогда. И ты сейчас отдаешь все свое время людям, которые тебя не ценят. А сама ты внутри засыхаешь. Ты думаешь, что там контроль над деньгами, там вот статус-кво твой — это все спасение. На самом деле ты себя в клетку затащила. И ты даже не понимаешь, что сама себя заперла в этом золотом дворце, и у этого дворца трещина на стенах. Чего ты не ждешь, а оно случится, мне тут трактовать не хочется. Тут два варианта. Потому что карты такие, что это или беременность, или творческая жилка откроется. Тут два варианта. Вот или то, или это. Потому что беременность или вот этот творческий взрыв, тут по-другому ничего не скажешь. Ты не ждешь этого, потому что ты сейчас как в болоте. Но ты выйдешь из этого состояния мертвой царевны. Твоя женственность, она прорвется наружу. И ты не просто начнешь что-то создавать, да? Ты начнешь чувствовать мир вот прям на 100% глубже. И это будет не просто там «я хочу вязать» или там прям там варежки, да? У тебя будет прям «я хочу вязать всю вселенную». Это вот как будто если ты прозрела, да? Но главное, ты не будешь контролировать этот процесс. Это прям будет поток, который тебя снесет. И ты впервые в жизни перестанешь бояться своих эмоций. Ты не просто разрешишь себе плакать, ты поймешь, что в этих слезах твоя сила. Это не будет хорошо или плохо, это будет просто вот правда. Понимаешь? Ты буквально будешь рожать новую себя. Ну или это просто беременность. Понимаешь? Про беременность я не знаю, что тебе сказать. А оно не ждешь, а оно случится. Через недельку, через месяц мне напиши, ты беременна или нет. Так, а что делать-то, зная все это? Хватит ныть. Вот тут все, хватит ныть. Потому что ты сейчас в ступоре будешь, когда вот это случится. Как будто тебя какой-то глюк системы заклинит. Вот ты должна выхватить меч и рубить с плеча. Как говорится, видишь цель, бегешь к ней. Бегешь, бежишь к ней, понимаешь? Даже если тебя рвать когтями будут. Не откладывай. Лучших времен не жди, оправданий не ищи. Если это творчество и нужно вложить силы в работу, вкалывай как сумасшедшая. Ты должна научиться доводить дело до конца без компромиссов, потому что падать будешь. Будешь, но подниматься надо, понимаешь? Сейчас ты на все смотришь, как вот через розовые очки. А надо вот точно в цель бить, понимаешь? У тебя в голове слишком много вот это «а что если…» Вот хватит вот этой ерунды. Сейчас не время для вот этой рефлексии, понимаешь? Ты должна сделать рывок. Если остановишься, то все пропало. Это сейчас твое время будет.
Понимаешь? И ты не имеешь права его там просрать, проспать и прочее вот это все. Ну или еще раз повторяюсь, это беременность. Дед тут не рядом ни в коем случае. Вот. И обязательно мне напиши, если ты в течение там месяца узнала про беременность, то твой расклад. Ну или это просто творческий взрыв. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик. Вот такой был короткий расклад.